Всем здравствуйте, дорогие гости моего канала и мои подписчики. Сегодня я к вам пришла с новыми тапочками. Хочу показать, как я их связала. Надеюсь, получится у меня все это объяснить и рассказать. Значит, весна пришла. Такие вот весенние букетики. Вперед я связала тунисским вязанием. Здесь 2 рядочка, 3 рядочка я прошла кукурузкой. Потом крючок вдела был, обычный крючок, номер двойка. Подошва и весь тапочек связан тунисским вязанием, и окантовку я тоже в этот раз сделала немножечко по-другому. Значит, что нам для этого нужно? Ниточки у меня, сейчас покажу ниточки, какие. Вот такая 240 метров в 100 граммах. И эти, в 100 граммах, стопроцентный акрил это, в 100 граммах 250 метров. Разницы особой нету. Значит, вот такие вот нитки. Теперь крючки. Я использовала крючки. Вперед номер 2,5. Подошва и само полотно я вязала крючком номер 3. Значит, здесь получается у меня полотно 53 петли. На одном крючке это удержать проблематично. Поэтому можете взять вот такой длиннючий крючок. Можете взять 2 крючка. Я в этот раз взяла вот такой на леске, можно сказать, на проводе, на таком крючок. Попыталась связать им, но не получилось вроде бы. Что-то у меня сегодня с дикцией не того. Значит, что теперь, что касается схемы. Вот такую схему я нарисовала. Так, сейчас, вот смотрите. Весь этот тапочек нарисовала. С 15 петель начинается мысок. Первые 5 рядов, в каждом ряду я делала накид. Узор 6-го ряда. Вот эти вот цветочки, бутончики, я их рисовала специально, подгоняя под вот этот узор. Поэтому просто вязанием, если их связать обычным тунисским, я не знаю, как они будут выглядеть, честно говоря. Поэтому я сначала вязала, а потом рисовала узор. Я на глаз вывязывала и тут сразу наносила схему. Поэтому получилось вот то, что получилось. Вот можете себе переснять ее. Я потом ее в альбом в Одноклассники сброшу, эту схему вместе с тапочками. Значит, так, что вроде бы основное сказала, остальное по ходу дела. Теперь начнем. Начало вязания. 15 петель. Набрала цепочку из 15 петель. Вот цепочка из 15 петель. Крючок номер 2,5. Первый ряд провязываем без прибавок. Прибавки в этот раз тоже немножко по-другому сделала. Вот так вот вводим крючок и вытягиваем петельку. Ввели и вытащили. И так идем до конца ряда. Потом вернемся и со второго ряда начнем делать прибавочки. Вот так вот набираем петельки. Это для тех, кто вяжет первый раз. Но сразу скажу, для новичков может быть сами эти бутончики немножечко трудновато. Хотя особо никаких трудностей нету. Смотрите, последняя петелька захватила, вытащила. Все, и по 2 петли протягиваю, возвращаюсь на начало ряда. Все как обычно. И последнюю вытащили. Она осталась на спице. Первую я провязала. Теперь я не накид буду делать, а вот смотрите, между, вот сюда ввожу крючок под межпетлевая, так сказать, и вытягиваю. Понятно? Непонятно? Еще раз. Ввела сюда крючок, захватила ниточку, вытащила. Все, остальные продолжаем вот так вот, как обычно. И также будем делать в конце. Перед последними 2 петельками захватываем ниточку, добавляем петельку. Так, для тех, кто не знает. Вот смотрите, ввела сюда крючок,
Вот, ввела его. Вот все. Последняя, предпоследняя и последняя. Под 2 дужки. Вытащила. Захватила. И через 2... Ай! Вот. Может быть и такое. Первые пару рядов надо удержать. Сейчас мы ее заново. Под 2 дужки. Вот говорю, не затягивайте, а сама же затягиваю. Захватываем. И через 2 петельки возвращаемся. Опа. Все. И так до конца. Первые 5 рядов сначала и с конца делаем по добавочке. С 6-го ряда будем вместе начинать вязать бантик нашего узора. Закручивается, поэтому есть, конечно, методика. Набирать можно на спицы, чтобы первый ряд не закручивался. Можно перекручивать, как сказать, цепочку саму. Я пробовала и так, и так. Не знаю, у меня все равно подворачивается, поэтому вяжу обычным методом. Все, продолжаем в том же духе. Смотрите, вот ввели, подняли ее, добавила петельку. И все, до конца. 5 рядов провязываем, я к вам вернусь. Провязала я 5 рядов. На спице у меня 23 петли. Сейчас 6-й ряд. Вместе с накидами будет, соответственно, 25 петель. И у нас начнется узор. Бантик вяжем по схеме. Так, первую провязала. Накид. Не накид, добавила петельку. Я провяжу 9 петель белым цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь берем фиолетовую ниточку. Две петельки сиреневым, фиолетовым, как его назвать. И остальные вяжем все белым цветом. Это будет у нас 14 петель вместе с накидом. Вот в начале 9 белых, 2 фиолетовых, и остальные все 14 белым. По рисунку сейчас вывяжем бантик. Потом дойдем до бутончиков. Я на них остановлюсь более подробно. Вяжем до конца, делаем добавочку, возвращаемся в начало ряда. 7-й ряд у нас будет без добавок. Значит, с 7 до 11 ряда я добавки больше не делала. Вязала на 25 петель у меня на спице. И в 11 ряду я добавила 2 петельки, всего мысик 27 петель. Ну, у меня так. Вы хотите уже, хотите шире, это... Значит так, добавочку не делаем. Провязываем 7-й ряд без накида, 8 петель белым. Вяжем по схеме. Сейчас я с вами еще один рядик провяжу, потом бантик по схеме свяжите сами, а цветочки, бутончики будем вязать вместе. Так, это у нас 7-й ряд, 8 белых. 3, 6, 7, 8 белых. 2 фиолетовым. Теперь перебрасываем ниточку белым. Одна белая, 4 фиолетовых. Раз, два. Ниточку перекрещиваю. 3, 4. Когда дело дойдет до цветочков, я с двух сторон 2 белых клубочка подсоединю, чтобы не было сильных протяжек.
И все, да, до конца вяжем белым цветом. Возвращаемся на начало ряда, вывязываем бантик по схеме. Вот так вот. Сейчас покажу в конце. Спрашивали у меня петельки эти последние. Многие по-разному вяжут их, накидывают по несколько раз. Вот смотрите, вот последняя петля. Под 2 дужки ввела спицу, захватила, вытащила петельку, захватила и через 2. Все. Я по 2 раза не набрасываю. Получается вот такая вот косичка сбоку. И с этого боку, с этой стороны тоже. Все, возвращаемся в начало ряда. Вот у нас наши добавочки здесь. Тоже они нормально выглядят. Начало положено. Все, девочки, мальчики, вяжем наш бантик. Дойдем до первого цветочка. И я к вам вернусь. Будем вязать бутончики. Начинаем вязать цветочки. Смотрите, дошла я вот до первого цветочка. Значит, вот крестик, нолик. Провяжем 4 петельки сиреневым цветом. Вот я их провязала. Теперь, когда будем возвращаться обратно, будем делать через один бутончики такие маленькие. Значит, обратно возвращаемся. Первый у нас бутончик. Потом одна петелька будет лицевой тунисским. Один бутончик. И опять одна будет тунисским вязанием. Так, сейчас я возвращаюсь обратно. Я думаю, те, кто знают, как вязать эти бутончики, сразу все понял. Но объясню для тех, кто не знает. Так, первую петельку провязали. Я набираю 4 петельки, цепочку делаю из 4 петелек. Раз, два, три, 4. И протягиваю вот в следующую. Все. Наперед ее так закладываем. Следующую петельку обычным способом провязываю. Из нее опять 4 цепочка. Раз, два, 3, 4. Притянула сюда. И продолжаю обычным вязанием по рисунку, по схеме. Вяжу до конца ряда. Возвращаюсь в начало ряда. У меня вот сзади, смотрите, вот такие нитки я поотрезала. Клубочки я не делаю. Потом просто, если нужно, чтобы они не запутывались, я беру просто вот так и вытягиваю эту нитку. Все. Это намного легче. Здесь рисунок небольшой, поэтому смело можно отрезать нитку, даже если у вас останется лишних 5 сантиметров. Ну, ничего страшного, красота требует жертв. Возвращаемся на начало ряда. Так, зелененькую. Сейчас вернемся на начало ряда. Провяжем до начала цветочка опять по схеме. Что тут у нас? Второй ряд. Второй ряд провяжем по схеме. И начнем делать наши бутончики. Второй ряд. Провязала я второй ряд, дошла до наших бутончиков. Так, 3 белым у меня по схеме. Теперь что у нас дальше? 6 сиреневых петелек. Мы их провязываем обычным вязанием. Бутончики будем делать когда будем возвращаться обратно. Обратный ход, когда будем делать, тогда вывязываются бутончики. Когда идем в ту сторону, мы провязываем все обычными лицевыми тунисскими. Значит так, как мы провязываем этот ряд? Первая. Теперь вот смотрите, вот видите, вот она петелька. Сейчас, чтобы схема не отсвечивала, отодвину. Вот провязали 2. Теперь эту петельку мы вот сюда ее перебросим. Можно ее просто вот так, вот эту петельку
вот она, видите? Вот. Да, немножко вот так ее протянули вперед. Вот это ушко, как его назвать, даже не знаю. 3, 4. Опять у нас идет бутончик. Мы его вперед закладываем вот так вперед. Вот эта вот петелька, вот она первая. Вот смотрите, вот она. Вот она, видите? Вот, вот так вот. Все. Они не выскочат, не переживайте. Они останутся все впереди. Так, это что-то я уже где-то пропустила. Нет, 5. У нас 6 петель. Одну еще впереди набираем. Одну сиреневым цветом. Остальные белым. Так, теперь дальше по схеме. Первая у нас будет бутончик. Мы ее провязываем, бутончик. Протянули петельку. Набираем 4 петельки с цепочкой. Раз, два, три, 4. Вот 4 набрали. Закрепили сюда, протянули. Следующую провязываем. Опять у нас по схеме идет бутончик. 4. Раз, два, 3, 4. Вот эту петельку протягиваем. Следующую провязали. И опять бутончик. Раз, два, 3, 4. Все. Идем дальше по рисунку. Через несколько рядов уже будет вырисовываться наш цветочек, уже будет понятно, на что он похож. Сразу, конечно, вот такая непонятка получается, но все устаканится, как говорится. Возвращаемся и идем в следующий ряд. Начинаем вязать опять наш бутончик. Возвращаемся в начало ряда, идем по рисунку, доходим, я к вам вернусь. Третий ряд нашего цветочка. После 2 белых, вот рисуночек, после 2 белых, что у нас по схеме? 5 сиреневых клеточек. Значит, провязываем 5 петелек сиреневым цветом. Этот бутончик перекладываем вперед. Раз. Вперед его так вот подтянуть его. Я вам крючком покажу отдельно, чтобы вам было понятно. Вот первую петельку притянули. Вот наш этот бутончик. Мы его сюда загибаем. Вот эта петелька. Смотрите, подтянули. Все, этот бутончик остался, видите? Так, следующая. Следующая у нас без бутончика. Вот она, вот она. Без бутончика. Вторая петелька. Вытащили ее. Бутончик сюда вперед. Следующую вот. В принципе, эта петелька, вот она идет по ряду. Ее легко отличить, потому что вот они идут такие пунктирные линии, петелечные эти. Вот ее сразу подхватила, все. А эти ложим все наперед. Вяжем их через одну. Кое-где по схеме я сделала рядом 2 бутончика, где видела пустое место, в общем. Там в некоторых местах есть по 2 бутончика рядом. Провязали. 5. Последнюю я провяжу белым цветом. Немножко уменьшили. Вот смотрите, вот она последняя сиреневая. Вот последняя сиреневая, я ее провяжу белым. Крючком поднимаю, чтобы вам было понятно. Это все дело подтягиваем. Бутончики эти наперед. Вот так вот.
Вот такой принцип. Когда вяжем влево, мы вяжем все лицевыми, я так назову, обычной вязкой. А когда возвращаемся обратно, из цепочки из 4 петелек вывязываем такой вот маленький бутончик, цветочек, как его еще можно назвать, почечка. Так, теперь меняем цвет. Что у нас по схеме? Третий ряд. Первый будет у нас цепочная. Бутончик делаем. Вот, подтянули все это дело. Раз, два, три, 4. И сюда, в петельку. Все. Так, следующее. Раз, два, я провязываю. Что у нас дальше? Перед предпоследний бутончик. 2 петельки я здесь провязала. Перед предпоследней петлей сделала бутончик. Раз, два, три, 4. Даже если вы где-то со схемы сбились, крестик-нолик, где есть место, там его сделайте. Главное, чтобы по форме получалось на такие вот кисточки, цветочки похожие. Даже хотела сирень сделать из нескольких цветов, но потом решила, что это будет видео сложно снимать. Взять несколько оттенков: сиреневый, бледно-сиреневый, темно-сиреневый. Но это будет проблематично снять на видео. А вообще таким же методом можно связать веточку мимозы. Такими же бутончиками, только немножечко форму изменить. Так что вот вам еще одна идея. Все, девочки, возвращаемся обратно. И так вяжем все остальные цветочки. Вот смотрим на схему. Крестик, нолик, нолик, крестик. Ноликом, кружочком я обозначила, где я цепочку увязываю, делаю бутончик. Крестиком обычная петелька. Давайте провяжем этот цветочек сами. Следующий цветочек дойдет очередь. Я буду вязать вместе с вами его обратно. Вяжем наши цветочки. Я дошла до середины 2 следующих цветочков из букетика. Надеюсь, что у вас все получается. Значит, провяжу еще парочку рядов с вами. Теперь это что у нас тут должно быть? Вот такая у меня сзади картина получается. Все ниточки сразу я по ходу дела попрятала, отрезала. Так, сейчас дойдем вот. Пять белых провязали. Раз, два, три. Это 4-й ряд самого крайнего цветочка. Теперь первую провязали белой, 4 сиреневым. Обычным тунисским вязанием собираем их 4 сиреневых. Раз. Смотрите. Перекладываем ее сюда. Вот следом за этой цепочкой, вот она петелька. Захватили ее. Этот маленький бутончик подтягиваем наперед. Подтягиваем ниточку. Все, он закрепился. Он не должен выскакивать наизнанку. Даже если вы его забыли, ну, получается иногда так, с той стороны его подтолкнете спицей какой-нибудь, он выскочит сюда. Так, 3. Теперь опять у нас этот бутончик цепочный. Наперед. Вот она петелечка. Ох. Наська, не стучи спицами. Когда стучат спицы по столу, все время вспоминаю сказку Морозко. Все, 4 провязали сиреневым. Дальше идем белым. Вот она, белая ниточка у меня. Четыре белых, 4 сиреневых. Раз. Два.
3. Вот она. 4. На видео, может быть, это дело все мелкая, как кропотливая работа выглядит, но на самом деле это намного быстрее все делается, поэтому 4. Дальше идем белым цветом до конца ряда. Последнюю петелечку под 2 дужки. По 2 дужки ввела, захватила, протянула. Все, возвращаемся. Так, что у нас по схеме? По схеме у нас первая, просто провязываем первую петельку. Провязали первую. Вторая у нас будет бутончик. Протянули. Раз, два, три, 4. И следующую петельку протянули. Следующую тоже провязали. В этом ряду только один бутончик был. Идем дальше. Провязываем 4 белых. Раз, два, три, 4. Где наша сиреневая ниточка? Так, первая по схеме у нас просто провязываем, так как внизу был бутончик, под это, поэтому я над нею просто провяжу. Следующая. Раз, два, три, 4. И следующую я опять сделаю бутончик. Раз, два, три, 4. Вот так вот. Возвращаюсь обратно. Пять петель у меня будет сиреневых. Провязываем 5 сиреневых. Раз, набираем их обратно. Набираем петли. 2. Вот, перекинули ее наперед. Я поднимаю отдельным крючком, чтобы вам было понятно. Вот между двумя бутончиками петелька. Неудобно это дело за столом делать, конечно, но вот я ее подтянула. Бутончик свой вытащили сюда, подтянули. Эту тоже наперед. Петельку захватили. Подтянули 4, 5. Пятую провязали белым цветом дальше. Четыре белым, 3 сиреневых по схеме вяжем. Раз, вот она петелька. 2, бутончик ложим наперед. Вот она третья петля. Подтянули это дело, всего 3 петельки набрали. Переходим на белый цвет, идем до конца ряда, возвращаемся и по 4 вытягиваем цепочку из 4 петелек, делаем бутончик, как я вам уже показала, заканчиваем наши цветочки. Высоту у меня всего мысок 33 ряда. После
цветочков провяжем несколько рядов белым цветом. Потом начнем обвязывать мысок. Все, доходим до конца. На обратном пути, вывязываем наши бутончики. Закончили вязать мысок. Последние 4 ряда я провязала белым. Теперь смотрите, я вот вернулась в начало ряда. Я мысок не закрываю, как я это делала в тех тапочках. А в этот раз буду делать немножко наоборот. Набирать петельки по мыску с этой стороны, с-под низу. Эти петельки остаются не закрытыми у меня. Белым цветом, не обрезая нити. Сейчас я первую вытащу. Вот нить провернули сюда. Вот под каждую петельку ввожу, захватываю и набираю. Отметим серединку, чтобы у нас с каждой стороны, справа и слева, было одинаковое количество петель. Подтягиваем ниточку, чтобы это дело было плотно сидело все. Вот так вот. У меня получилось в первом тапочке сколько? Одна центральная и 40 с каждой стороны у меня вышло. Высоту у меня 33 ряда, в ширину 27 петель. Что еще хотела сказать? Если вот когда вы будете вязать эти цветочки, бутончики, если у вас нитка будет, метраж нитки будет 300 метров, может быть даже выше, больше, то есть ниточка будет тоньше, чем у меня, тогда эту цепочку на бутончике можно не из 4 петелек, а из 5 провязывать. В общем, ориентируйтесь по толщине пряжи, потому что у многих все равно пряжа, метраж разный. Вот так вот. Так иду до конца. Наберу первый ряд белым, а следующий ряд буду вязать кукурузкой сиреневым цветом. Я подключила немножечко на 1 тон светлее сиреневый, потому что размер у меня этого тапочка получился 39. Может быть, где-то метра нитки мне не хватить. Так у меня было в прошлой паре. Буквально оставалось 1 ряд довязать, и мне не хватило нитки. Я очень удивилась, конечно. Такого еще не было. Ну, поэтому обвязку делаю другим цветом. Вот так вот набираем петельки сюда. И будем делать кукурузку. Набрали петли по мысочку. Теперь берем сиреневую нить. Первую петлю я провяжу. Первую провяжу лицевой. Как же это дело тут загнуть бы? Об стол спицы бьются. Первая лицевой. Следующую сняла не провязанной вместе с накидом. 1 лицевая. Одну снимаем не провязанную с накидом. 1 лицевая. Одну снять вместе с накидом. 1 лицевая. Все, и так до конца ряда. Вот накид, сразу вместе с накидом снимаем 1 петельку. 1 лицевая. С накидом сняли, 1 лицевая. Первый ряд 2 петли. 1 лицевая, 1 снять с накидом. В начале у меня 1 лицевая, и в конце закончим лицевой. 1 лицевая, лицевая. 1 сняла с накидом.
лицевая, снять с накидом. И так до конца ряда. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую сняли, лицевую провязываем лицевой. Петлю, которая была с накидом, снимаем опять с накидом. Одна лицевая. Петлю с накидом сняли еще с одним накидом. Одна лицевая. Вот 2 петли с накидом снимаем. Одна лицевая. Опять снимаем с накидом ее. Одна лицевая. Делаем накид, снимаем 2 петли не провязанными. Одна лицевая. И так до конца ряда. 2 петли с накидом, снимаем не провязанными, делаем еще один накид, снимаем, одна лицевая, сняли, лицевая, сняли, лицевая. Идем до конца ряда. Третий ряд, это будет лицевой ряд. Белую ниточку я перебрасываю, потом будем вязать крючком белой ниточкой. Первую петельку сняла, одну провязала лицевой, петли с накидом, вот они, петли с накидом, провязываю изнаночной. Все, одна лицевая, 3 петельки с накидами провязала изнаночной, одна лицевая, 3 петли изнаночной, лицевая, 3 вместе изнаночной. Все, на этом рисунок наш закончился. Лицевая, 3 вместе изнаночной. Вот такие вот у нас уже зубчики вырисовываются. Дойдем до конца. 3 вместе изнаночная, 1 лицевая. И вернемся весь ряд лицевыми петлями. Провязала я по изнанке лицевой ряд. Соответственно, здесь это будут изнаночные петли. Последнее, что я теперь сделала. Теперь все петли закрываю обычным способом. Все петельки по 2 закрою обычным способом. И потом с изнанки провяжу несколько рядов крючком. Вот, обычным способом. Закрыли. Вот так вот. Закрываем все наши петли. Сильно не затягивайте. Здесь, думаю, показывать больше нечего. Закрываем петли до конца ряда. Вот так вот, да? Закроем петельки. Потом, смотрите, с изнаночной стороны крючок. Какой у меня номер? Номер 2. Один рядок я провязала столбики без накидов, один рядочек. Потом поменяла ниточку, 2 рядочка белым и опять 2 рядочка сиреневым. Ну, вы можете вязать свою высоту. У меня где-то это получилось 2 сантиметра. Так что закрываем петли и провяжем крючочком несколько рядочков. Заканчиваю обвязку тапочка крючком. И будем переходить на подошву. Подошву буду вязать тунисским вязанием. Так, все закрываю. Теперь вот такое дело у нас получилось. Нашли серединку. Мы ее отмечали сначала. Наборный ряд я сделаю на крючке крючком меньшего номера 2,5, а саму подошву буду вязать крючком номер 3. Значит, я начну с 11 петель. 1 петелька средняя. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 11 петель. Подключаю основную нить.
Иди сюда. Так, раз. Два. Вот эту ниточку перебрасываю, запутаем ее. 3. 4. Так. 5. Сейчас мы это дело расстегнем. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 петель у меня. Возвращаюсь обратно. Подтянули. Вот следующую по 2 дужки петельку ввели крючок. Вытащила. Так, как я здесь сделала? Я здесь сделала накиды. Прибавочки будем делать в каждом ряду. Накидами я здесь сделала. Первая. Крючок поменяю на 3. Сменим крючок. Первая. Вторая. Накид на себя. И такой же один накид сделаем в конце ряда. Вот 2 петелечки остается. Накид сделала на себя. За одну дужку взяла. Провела под 2 дужки крайняя петелька у нас, которая вот первая, вторая. Вытащила петлю, протянула под этой дужечкой. Все. Возвращаюсь обратно. Я начала с 11 петель подошву и расширю ее до 19 петель. Буду расширять ее до середины 17 петель. Вот здесь я расширила 17 петель. И последние 2 петельки я добавила на последнем ряду. Опять же, ориентируйтесь по своему размеру. У кого-то может быть меньше петель, у кого-то немножко больше. Протянула ниточку. Первую провязала. Накид на себя. Накид с предыдущего ряда. Не забываем его. Все, и так провязываем нашу подошву. Накид сделали. За одну дужку. Край под 2 дужки проводим крючок. Захватили, протянули. Захватили, протянули через 2 петли. Все. Вот и вся премудрость.
Вот так будем закрывать подошву. Вот так она у нас выложится вся. Бортик такой, такой верх. Вяжем, девочки, подошву. Дойдем до последних петелек. Я к вам вернусь. Провязала я подошву, закончила ее. Дошла, в начало ряда пришла. Первую петельку взяла вот на булавочку такую. Теперь что я делаю дальше? Отсчитала 17 петель. У меня полотно 53 петли. Значит, серединка у нас 19. И по 17 с каждой стороны сделаем добавочные петли. Вот так, раз, два, вот по одной. Посчитаем, где у нас 17. Остановимся там. Теперь нить я не обрезаю. Я ее просто протяну вот так вот немножечко. Сейчас, когда буду набирать петли, я ее буду тоже привязывать. Первую петельку. Так. Даже многовато вот так вот натяжку, чтобы. Так. Набираем 17 петель, потом провяжем подошвы 19 петель и пойдем также набирать с обратной стороны. Вот захватываем петельку с мыска. Вот эту вот ведем, вот здесь ведем ее под низ и подвязываем ее. Теперь одну сверху, одну с-под низу, одну сверху. И вот так по одной набираем до конца петельки. Видите, она подвязывается. Понятно, да? Спицу ввели, захватили. Все, набираем так петельки до конца. Провяжем подошву и перейдем на эту сторону. Продолжаем набирать петельки с левой стороны. Так, 5 я набрала. В боковой части я набираю крючком, отдельным крючком. 6. 7. 8. Так, а теперь переходим на мысик. И вот за каждую дужку набираем петельку. Сейчас мы вот так вот. Угу. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все, петли набрала. И все, возвращаемся теперь обратно на начало ряда. Провяжем 2 ряда одним цветом. С 3-го ряда я буду вязать вот такие точечки беленькие. Вы можете их не вязать, можете вязать. С ними вроде бы еще веселее. Вот, как обычно, возвращаемся обратно. Так, крючок. Сейчас я его подтяну. По 2 петельки. Захватываем ниточку. Аккуратненько, не растягивая, не вытягивая, чтобы тут в первом ряду не образовывалось никаких дырочек.
Так вот. Идем, идем, идем в начало ряда. Все, петельки набраны. Провяжем 2 рядочка, потом начнем вязать полотно. Провязала я 2 ряда сиреневым цветом, подсоединила белую ниточку. Первые 2 петельки сиреневым, 1 белым, 3 сиреневым. Через каждые 3 сиреневых цвета будем 1 белым провязывать. И следующие ряды будем делать в шахматном порядке. Все, так мы будем вязать нужную высоту подошвы, тапочки, нужную длину тапочки. У меня на 39 размер. Сейчас я вам скажу, сколько это я рядов провязала. 28 рядов, кажется, я провязала. Где-то записала, не вижу. 28-29 рядов на 39 размер. Но вы ориентируйтесь, перекладывайте. Ну, вот так вот. Продолжаем. Смотрите, ничего тут сложного нету. Первые 2 петельки провязала сиреневым цветом, 1 белая, через каждые 3 петельки белый цвет. Через 3 ряда повтор, только в шахматном порядке. Все, провяжем нам нужную длину до пяточки и будем с вами вместе вязать пяточку. Вяжем. Что я сделала дальше? Провязала нужную длину подошвы, вот такое полотно, 53 петли у меня. Наметила 13 петель я взяла для пяточки. Теперь, что я сделала? Что я сделала? Сейчас покажу, что я сделала. До пяточки первые петли я закрою. Если я раньше вязала, сразу закрывала пятку и крайние петли, то я в этот раз решила их просто закрыть. Так будет крепче. Вот так закрываю до пяточки эти петли. Пяточку провяжу. И оставшиеся боковые петли тоже закрою. Потом вернусь и буду довязывать пятку. Вот так закрываю петельки до начала пяточки. Вот так закрываем петельки до начала пяточки. Закрыла одну сторону. Теперь средние 13 петель я провязываю. Раз, два, четыре, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. Вот она, 13 петля. Я ее провяжу. И следующее закрываю таким же способом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 13 осталось. Эти закрываем. Вот так закрываем до конца и вернемся на начало пяточки. Закрыла я петли с этой стороны и с этой стороны. Теперь ниточку подсоединила вот сюда. Кончик, хвостик я сейчас по ходу вязания буду перебрасывать, скрою его. Теперь что я делаю? Петли на пятки возвращаюсь обратно. Сейчас мы этот хвостик поднимем сразу. Затянем его. Все, дальше пятку вяжем обычным способом, закрывая
по 2 петельки с краю. Подтянула. Под 2 дужки. Все, закрываем нашу пяточку. В конце пятки я в последних 3 рядах уменьшила с боков по 2 петельки. Ну, опять же, ориентируйтесь по ширине тапочки. Если вам нужно их уменьшить, по 2 петли с краю можно закрыть. Так, дошли до последней петельки. За первую дужку ее взяла. Здесь. Все, возвращаемся обратно. Все, таким способом вяжем пяточку до края сюда. Закончим пяточку, я к вам вернусь.